Искусство — это неотъемлемая часть человеческой природы. Способность творить вложена в каждого без исключения человека. Но многие связывают искусство с какими-то статуями в музеях или с картинами в больших таких древних храмах. И считают, что это слишком сложно и трудно понять, и это не для меня. Поэтому много людей оценивают предмет искусства простыми, всем понятными категориями, типа красиво или некрасиво. И если вы один из таких людей, то вы в правильном месте. Потому что это одна из причин, по которой я создавала этот канал. Показать, что на самом деле все не так сложно, а на самом деле очень даже увлекательно. Сразу нужно проговорить такую мысль, что искусство всегда отражает изменения в культуре, в обществе, в политике. Это не просто, что кто-то что-то нарисовал или что-то там слепил. И чтобы понимать искусство, нужно понимать, какие события его формировали, какой исторический контекст. И сегодня я предлагаю вам проследить со мной эту эволюцию искусства. Меня зовут Яна, и вы в Микеланджелесе, в моем виртуальном городе искусства. Мы подробно поговорим о разных художественных направлениях в хронологическом порядке. Но хочу сделать ремарку, что точно разделить эти периоды на 100% невозможно. А даты, которые вы будете видеть рядом с каждым направлением, они очень-очень приблизительные и условные. Многие эпохи искусства накладываются друг на друга. Некоторые более поздние стили появляются практически одновременно. Некоторые эпохи длятся тысячи лет, другие длятся десятки. Вы увидите, что новые стили как будто бы будут вытекать из предыдущих. Почти каждый новый стиль будет ответом или реакцией на предыдущий. Мы в этом ролике начнем с античности. Хотя, естественно, что это не самое начало. Античное искусство стало основой для многих будущих культур. Как мы знаем, в Греции зародилась демократия. Там создавали скульптуры и здания, которые подчеркивали красоту и величие человека. Искусство там сосредоточилось именно на человеке и показывало человека как идеал. Римляне использовали искусство, чтобы прославить своих императоров. Они строили огромные здания, делали реалистичные портреты своих императоров. Может быть, вы знаете, да, что императоры в то время считали себя богами. Колизей, например, стал настоящим символом власти и величия этих императоров. В это время цивилизации в Месопотамии, Египте, Греции, Персии, Китае, Риме, других местах становились более грамотными и начали создавать одни из первых натуралистических изображений человека. Искусство, естественно, отражало тоже религиозные взгляды в разных частях мира. Например, пирамида Хеопса в Египте. Это грандиозное архитектурное сооружение, но тоже там есть религиозный подтекст. Или известный пример месопотамского искусства — это кодекс Хаммурапи. Значит, что там было закреплено через законы и барельефы, был закреплен социальный порядок, который был принят в то время в обществе. Это Древняя Индия, тоже свои философские взгляды, учения. Индия подарила миру образы Будды, которые тоже потом вдохновили архитекторов на создание скульптур, храмов и так далее. Много этих древних цивилизаций, мы не будем все их обсуждать, но я думаю, вы поняли суть, как историческая повестка, реалии того времени влияли на искусство. С приходом христианства искусство становится совсем другим. В это время церковь начинает влиять, и создаются произведения, которые теперь полны духовности и символики. Художники сосредоточились на религиозных темах, что логично. Иконопись начала процветать, готическая архитектура. И уже не думали о том, чтобы изображать что-то реалистичное. Цели изменились. Теперь главное — это идея спасения души. Произведения начали украшать золотом, драгоценными камнями. Тоже логично, чтобы привлечь больше людей в церковь. Готические соборы, которые строили в это время, такая архитектура, которая тянется вверх, в небо, символизирует стремление к Богу. Эпоха Возрождения — это, наверное, один из самых знаменитых в мире периодов. В это время работали такие знаменитые творцы, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Опять-таки, в этом периоде мастера сосредотачиваются на человеке как на идеале. Также видно влияние древних греков и древних римлян. В этот период особенно важной становится трехмерная перспектива. Например, в работах Микеланджело это видно. Статуя Давид напоминает древнегреческие скульптуры.
То есть можно рассматривать со всех сторон, потому что статуи из предыдущих эпох были двухмерными и предназначались только, чтобы спереди на них смотреть. Трехмерная перспектива пришла и в живопись эпохи Возрождения. Например, фрески, которые изобрели около 3000 лет до этого, начали использовать современные художники этой эпохи. Композиции стали более сложными, изображения людей более утонченными. Художники эпохи Возрождения стали изображать тело человека и лицо человека в 3 измерениях и сильным акцентом на реализм. Краски еще изменились. То есть если раньше использовали темперные краски, теперь масло пришло в моду. А вообще в Европе до XIV века, то есть до эпохи Возрождения, в основном использовали темперу. Это краска на основе яичного желтка и пигментов. Но период Возрождения — это рост экономики, рост богатства и интереса к искусству. Меценаты и богатые заказчики были готовы платить большие деньги за красивые произведения искусства, которые выполнены более качественными материалами. Ну и, соответственно, переход на масло, можно сказать, они тоже проспонсировали, да, и художники уже начали использовать более дорогие масляные краски. Ну и продвинули масло как раз фламандцы, потому что они очень виртуозно и технично использовали технику написания картин маслом. Эпоху Возрождения часто считают началом создания великих голландских пейзажей. Среди известных художников итальянского высокого Возрождения был Рафаэль, который вместе с Микеланджело и Леонардо да Винчи он стал таким эталоном, воплощением вот этих вот стилей, ценностей Ренессанса. Я думаю, вы все слышали эти имена. Тут небольшое отступление. Вы, наверное, не раз слышали термин «классика». Но что он означает? Что вообще вот в искусстве считается классикой, классическим? Как и многие другие термины в искусстве, например, Ренессанс или сюрреализм, слова классика, классические изначально относились к литературе. Но позже ими стали называть искусство Греции и Рима, а также время Возрождения. Однако в живописи вот этот термин «классика» начнет использоваться позже гораздо, только с XVII века. В конце эпохи Возрождения появляется такое направление, как маньеризм. Это ответ на гармонию и сбалансированность Ренессанса. Этот стиль выделяется своей искусственностью. Тут какие-то необычные позы, странные перспективы, удлиненные какие-то лица. Маньеристы пытались передать эмоцию с помощью сложных композиций и ярких цветов. Им важнее было сделать произведение эффектным и показать свое мастерство. Естественность и реалистичность не была так важна. Значит, вот это направление, маньеризм, появилось в Италии, особенно в Риме и Флоренции. Потом по всей Европе распространилось. Микеланджело тоже не обошелся без вот этих преувеличений, характерных для маньеризма. Некоторые искусствоведы даже считают, что его поздние работы — это уже не Ренессанс, не Возрождение, а можно их, наоборот, уже отнести к маньеризму больше. В картинах маньеристов чувства, жесты, даже одежда людей часто изображались утрированно, с каким-то преувеличением. Это направление можно считать чем-то вроде такого мостика между гармонией эпохи Возрождения и динамикой барокко, к которому мы переходим сейчас. Постепенно в искусстве стало больше внимания уделяться человеческим жизням, а не только божественным каким-то изображениям и религиозным темам. Эта тенденция продолжилась в эпоху барокко. Короли, принцы и даже папы предпочитали, чтобы искусство теперь подчеркивало их власть и статус, а не божественные какие-то силы. Преувеличения, о которых мы до этого говорили, которые были свойственны маньеризму, они остались и в барокко. Сцены на картинах теперь все более и более нереалистичные и роскошные. А в барочных картинах часто можно увидеть сцены, где монархи восходят на небо, общаются с ангелами, приближаются к Богу. То есть здесь мы видим, что растет человеческая самоуверенность. Хотя тема все еще связана с религиозной символикой, тем не менее человек уже становится более центральной, основной фигурой в этих барочных картинах. Какая была социальная повестка? Понятно, что это абсолютизм монархии, как, например, Людовик XIV, или в это время еще была контрреформация католической церкви, особенно в Испании и в Италии. Значит, новые материалы в искусстве. Золото, мрамор, символ богатства, статуса. Скульпторы очень полюбили их использовать. Контрасты света-тени.
теплые и холодные цвета. С помощью этого подчеркивались символы добра и зла. В это время все больше появляется искусствоведческих академий, потому что искусство — это теперь способ показать свое богатство, власть, статус. Значит, в эту эпоху барокко выдающимися мастерами были кто? Ну, например, Караваджо. Это гений света и тени. Он так гениально использовал контраст в портретах и религиозных картинах, что тоже все выглядело очень так реалистично и увеличивало такую идею божественности человека, как бы это странно ни звучало. Еще один знаменитый художник этой эпохи — это Рембрандт. После роскоши барокко пришел игривый и утопический период рококо. Он расцвел в XVIII веке во Франции, но очень быстро распространяется по всей Европе. Значит, что в этом стиле? Картины отражают стиль французской аристократии. Слово само рококо происходит от французского слова, которое обозначает ракушку. Если в барокко были такие массивные формы, то теперь рококо — это легкие, воздушные, нежные линии, завитушечки, такие как у ракушки. Картины не такие мощные, не такие огромные. Искусство такое более легкое, теперь игривое, легкомысленное. Цвета более светлые, яркие, иногда вообще почти прозрачные. Многие произведения искусства этого времени уже не касаются религиозных тем. Искусство рококо, как и настроение французской аристократии того времени, полностью оторвано от реальной жизни. Главной темой периода рококо становится идиллия пастушества. Я думаю, вы видели эти картинки. Пастушки, да, жизнь такая легкая, беззаботная, нет никаких проблем, ни экономических, ни социальных, все хорошо. Неоклассицизм возник как реакция на вычурность рококо и моральную неоднозначность барокко. Значит, в это время открывают затопленные римские города, например, Помпеи, и это возбуждает у художников интерес к древнему прошлому. Они вдохновляются этим искусством, культурой Древней Греции, Древнего Рима и хотят вернуть эти идеалы классической красоты, эту гармонию, сдержанность. И в целом это движение отражало ценности эпохи Просвещения, потому что фокус был на разуме, на рационализме. Художники-архитекторы хотели передать строгость, гармонию, чтобы все соответствовало этим рациональным идеям, которые были в эпоху Просвещения. Романтизм — это не только художественное, но также литературное и интеллектуальное движение. Оно появилось, в свою очередь, как реакция на эпоху Просвещения, а также на механизацию, которая была в эпоху индустриальной революции. Романтики ставили эмоции, индивидуальность, восхищение природой на первое место. Они обращали свое внимание на все загадочное, возвышенное, драматичное. Художники и писатели этого движения прославляли прошлое и природу, то есть такой бунт против прогресса, да, можно сказать. Черпали вдохновение тоже в древнегреческих мифах, например. После французской революции искусство тоже изменилось, начало отражать стремление к свободе, к национальным идеям, традициям. В это время творили такие знаменитые художники, как Делакруа, например. Вы знаете эту картину, все 100% видели эту картину Жена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Это женщина с грудью с обнаженной. В это время еще тоже наполеоновские войны проходят, растет национализм, и тоже мы видим отражение в искусстве, потому что видны эти образы героизма, образы борьбы. Если романтизм — это реакция на классическое искусство, то реализм — это реакция на романтизм. То, о чем мы говорили, все вытекает друг из друга. Реалисты показывали все как было, как красивое, так и некрасивое, как хорошее, так и плохое. То есть не только красоту показывают. Реалистические картины, они изображали уже суровую повседневную реальность обычных людей из средних и низших слоев общества. Эти художники, они хотели показать, каким на самом деле была жизнь, каким был мир на самом деле. Главное внимание уделяли тому, чтобы обязательно превратить искусство в правду. А так Гюстав Курбе выражался. Как и романтизм, реализм не всем нравился. Это объективно можно понять. Потому что картины не всегда были приятны для глаз. Гёте критиковал реализм. Он говорил, что искусство должно быть идеальным, то не нужно показывать реальность. Мы реальность и так видим каждый день. А искусство должно быть выше всего этого. Оно должно передавать какую-то красоту, идеальность. Импрессионизм — это важное направление в искусстве.
Он отражал быстрые изменения в обществе и городской жизни на тот период времени. Города росли, шла активная индустриализация. Это сильно влияло на быт и обычную жизнь людей того времени. Также фотография в то время развивалась. То есть открывались новые возможности, чтобы запечатлевать мгновения. Историки часто считают, что импрессионизм — это начало современности. Они говорят, что закрылась уже книга классического искусства, и отсюда мы можем отсчитывать эпоху современного искусства. Хотя современное искусство — это тоже очень сомнительный термин, мы дальше будем об этом более подробно говорить. Слово «импрессионизм», этот термин, сначала воспринимали как оскорбление. Критики думали, что художники просто мазали краску на холст, не используя никакие сложные техники. Но на самом деле их мазки по сравнению с предыдущими стилями сильно изменились. И как раз-таки техника тоже была другой. Мазки стали выглядеть более выразительно. Значит, что здесь? Здесь исчезли четкие формы, четкие линии. И первое, что бросается в глаза, это цветовые пятна. Иногда, чтобы понять тему импрессионистских картин, нужно отойти и посмотреть на нее издалека. Здесь известны такие имена, как Клод Моне, Эдгар Дега. Они как раз-таки хотели передать мгновение из окружающего мира. Они выходили из своих мастерских на улице, чтобы рисовать настоящую жизнь. Уже не модно было идеализированные картинки в студиях рисовать. В работах импрессиониста видно эту быстроту жизни, видны новые цветовые и оптические эффекты. Что еще повлияло на импрессионизм? Изобрели в это время тюбики с красками. И теперь можно было легко эти краски носить с собой на улицу. То есть не обязательно, ты уже не был привязан к студии. И поэтому импрессионизм — это теперь возможность не только новые идеи выразить, но и возможность общаться с внешним миром. А жизнь там идет очень быстро, и каждый момент может, по сути, стать искусством. И поэтому его нужно успеть быстро запечатлеть. На самом деле название постимпрессионизм тоже не очень удачное. Придумал его британский критик Роджер Фрай в 1910 году. Ругать его мы не будем, потому что мы войдем в его положение. Представьте себя на его месте. Вам нужно придумать название для выставки в Лондоне, где будут показывать группу очень разных художников с большим разнообразием стилей и техник, которые во что-то одно общее не объединяются. Например, Ван Гог, Сезанн, Гоген. Этих ребят нужно как-то выделить среди уже известных всем импрессионистов, среди громких имен, например, Эдуард Моне. Придумали название? Так вот, этот упомянутый критик Роджер Фрай, он выбрал очень оригинальное название. Моне и постимпрессионисты. Потому что он не смог придумать какой-то общий термин, и ему ничего другого не оставалось, кроме того, что, сказать, что эти художники, они появились после импрессионистов. В общем, ни в какую-то категорию он их засунуть не смог. Однако у постимпрессионизма есть одна общая особенность, которая сразу в глаза бросается, это четкие выразительные контуры. Художники отказались от такого мягкого, размытого стиля, который был перед этим у импрессионистов, снова сделали акцент на форме. Темы картин остались похожими на импрессионистские. То есть, опять-таки, это спокойная жизнь городского среднего класса. Многие сцены, опять-таки, на открытом воздухе остаются. Символизм появился как литературное направление. Но скоро оно оказало влияние и на мир изобразительного искусства, на мир живописи. Художники стали сосредотачиваться на том, чтобы передать чувства и мысли через символы, как следует из названия. А картины символизма часто это какие-то мрачные сцены. Художественное воображение выливается здесь в какое-то мракобесие. Вы можете увидеть зловещие, такие загадочные фигуры, какие-то злые женщины, сверхъестественные монстры, демоны. Здесь образы смерти очень часто фигурируют, какие-то эротические тоже символы. Такое настроение мрачное. И символизм появился откуда? Это реакция на натурализм и реализм. И в этом направлении художники больше не хотят реалистично изображать предметы, они теперь сосредотачиваются на внутренних переживаниях, на эмоциях. Художники ищут какие-то глубокие метафорические смыслы. Откуда это все взялось? Значит, в конце XIX века духовный кризис, традиционные религиозные идеи, взгляды потеряли свое значение. И символисты часто добавляют в свои работы символы, которые связаны с древними мифами, со снами и с личными переживаниями. И символизм повлиял на
более поздние направления, например, на сюрреализм. И также символизм тоже показал, что важно не просто изображать окружающий мир, но показывать, насколько важны чувства и переживания каждого человека. Именно внутренний мир насколько важен. Ар-нуво появился из-за того, что хотели уже отойти от старых стилей XIX века. А это было направление в искусстве и в дизайне. Оно известно благодаря плавным таким изогнутым линиям. Также это направление черпало вдохновение у природных каких-то форм. И ар-нуво стирал границы между искусством и повседневными вещами. Смысл был в том, чтобы показать, что искусство оно должно быть частью повседневной жизни каждого человека. Художники и дизайнеры брали идеи из форм растений, цветов и создавали такие элегантные работы. Использовали новые материалы, новые техники, например, в работе со стеклом или ювелирными изделиями. Также в архитектуре тоже этот стиль есть. Ар-нуво утратил популярность еще до Первой мировой войны, но это дало возможность развиться ар-деко в 1920-х годах. В 60-х интерес к ар-нуво возродился. И сейчас этот стиль считают важным предшественником модернизма. Некоторые считают его даже частью модернизма. Фавизм появился во Франции, быстро стал популярным. Это движение запомнилось яркими цветами, которые художники наносили прямо на холст из своих тюбиков, прямо выдавливали. Это создавало эффект такого взрыва на картине. Откуда такое название? Это от французского слова «fauve», переводится как «дикие звери». Этот термин придумал арт-критик Луи Воксель. Интересная тоже история у названия. 1905 год, проходил осенний салон. Этот арт-критик, он увидел яркие экспрессивные работы таких художников, как Матисс, Андре Дюрен. И в своем отзыве он пошутил. Он сказал: «Донателло среди диких зверей». «Дикие звери» — это картина фавистов. Почему он так сказал? Потому что в центре выставочного зала тогда стояла скульптура в стиле Ренессанса, видимо, скульптура Донателло. И по кругу висели вот эти картины фавистов, яркие. И скульптура выглядела, очень спокойно, сдержанно. Ну, представьте, да, классическая скульптура, и вокруг эти яркие, эмоционально заряженные полотна. И эти картины фавистов, они казались дикими, необузданными по сравнению с классикой. Ну вот этот критик и сказал: «Донателло среди диких зверей». Если импрессионисты — это про реалистичное изображение, то фависты — это про личное выражение, про художественное качество своих работ. У них не было каких-то четких эстетических правил. Смысл был в том, чтобы выразить эмоцию яркими, иногда даже конфликтующими цветами. Смысл был именно в цвете. Хотя недолго это направление просуществовало, но оно сильно повлияло на последующие современные художественные движения. Именно благодаря вот этим вот как раз-таки сумасшедшим цветам. И благодаря идее, что с помощью цвета можно самовыражаться. Термин «экспрессионизм» означает то, что противоположно импрессионизму. Если импрессионисты хотели показать внешний мир, изображали природу, людей, то экспрессионисты выражали свои переживания, внутренние свои чувства. Экспрессионизм как современное движение появился в Германии. Тогда были большие перемены, волнения в Европе перед Первой мировой войной. Соответственно, эмоций и чувств было много. Немецкие художники через свои картины реагировали на промышленную революцию того времени и социальные изменения в обществе. Новые технологии, города быстро развиваются. Все это вызывает у людей чувство тревоги, изоляции и такого отчуждения от природы. Эти яркие эмоции начинают появляться в искусстве того времени. Художники выражали свои переживания с помощью ярких цветов, неровных линий, плоских форм и сильно искаженных фигур. Интересно, что сначала многие экспрессионисты поддерживали идею войны. Не думали, что война разрушит средний класс. Потому что тогда считалось, что средний класс — это плохо, что это материалистические взгляды, это какие-то культурные рамки и ограничения. Но когда художники пошли на фронт, когда они уже сами пережили войну, то, как можно представить, оптимизм и надежда исчезли. Это привело к проблемам с психикой, к нервным срывам. И все эти чувства отразились в их работах. Произведения экспрессионистов показывали, как сильно война повлияла на ум и на тело художников. И они давали зрителям возможность увидеть этот жестокий мир на фронте. Экспрессионисты искажали реальность, чтобы передать чувства авторов о жизни.
Художники старались показать мир таким, каким он чувствовался, а не как выглядел. В 1907 году Пабло Пикассо показал Жоржу Браку свою картину «Авиньонские девушки» или «Авиньонские девицы», еще там говорят. Потом эта работа станет первой кубистской картиной. Пикассо и Брак, они жили в Париже, они считаются основателями кубизма. Французский критик Луи Ваксель, о котором мы уже говорили, в 1908 году он увидел их работы и не понял вообще, что это такое. Он говорит, а что это за странные кубики? Ну, наверное, многие разделяют его чувства. И так появилось название нового стиля. Ну, в общем, тоже забавно, потому что этот критик всех критикует. И раньше он критиковал фавизм и тоже случайно придумал его название. А сейчас вот придумал термин кубизм. И важный вопрос, на который мы тут все пытаемся ответить, почему тот или иной стиль возник именно в свое время. Почему Пикассо и другие кубисты выбрали именно этот путь? Но мы понимаем, что художники всегда ищут новые способы самовыражения. Возможно, дело в том, что предшествующие поколения уже исследовали разные вещи, уже попробовали. Да? Свет в импрессионизме, цвет в фавизме, текстура в экспрессионизме. Уже как бы не хочется возвращаться к эпохе Возрождения, да, к ее реалистичному искусству или к барокко. Поэтому кубисты начали деконструировать композиции. Они начали разбивать их на кубики, на квадратики, на конусы. Они убрали глубину, сделали части прозрачными, наложили их друг на друга. И вот все вот эти манипуляции, они позволили теперь вообще по-другому воспринимать картины. Они усложнили восприятие картин. И к 1912 году Пикассо, которого называют отцом кубизма, он создает еще другой новый стиль — синтетический кубизм. И в этом стиле художники начинают использовать не только краски, но и добавлять какие-то другие материалы в свои работы. Они комбинировали их, коллажи делали, прям брали кусочки газет, кусочки ткани, обои, вот это вот все склеивали. Надо отметить, что никогда раньше искусство не развивалось так быстро за такой короткий срок. Футуризм изначально задумывался как философия, но потом перешел и в искусство. Основоположником его был итальянский писатель и поэт Филиппо Томмазо Маринетти. Он написал свои идеи в манифесте футуризма. Это 1909 год. Тут маленькая предыстория. К 1900 годам итальянские города были просто остановками для путешествующей британской элиты. Группа итальянцев заметила, что западные страны развиваются, они могут путешествовать, они богаты. Да? Италия все еще живет в бедности. И так родились футуристы. Они отвергали прошлое, мечтали о технологически продвинутой и боевой стране. Хотя движение в основном оставалось итальянским, тем не менее потом присоединились некоторые европейские художники тоже к футуризму. Это было радикальное движение. Оно восхваляло современный мир, технологии, развитие промышленности. Футуристы прославляли скорость, машины и даже насилие. Они хотели отразить динамику 20 века и этот быстрый технологический прогресс. Они экспериментировали с новыми материалами, с техниками. Смысл был в том, чтобы выразить в своих картинах вот это движение, ощущение времени. И на картинах этого времени мы видим всегда практически движущиеся объекты. Автомобили, животные. И всегда видим, что художники пытались их силу, мощь запечатлеть. Хотя футуризм начался как что-то безобидное, относительно безобидное, он быстро стал связан с фашизмом в Италии. Некоторые художники ушли в другие стили, потому что уже была подпорчена репутация вот этими связями с фашизмом. Во время Первой мировой войны появилось движение «Второй футуризм». Его поддерживал Муссолини. Футуристические рисунки использовались тогда для пропаганды. После смерти идейного вдохновителя Маринетти в 1944 году движение прекратило свое существование. Но несмотря на связь с агрессивным национализмом и с фашизмом, футуризм, тем не менее, оказывает большое влияние на последующие стили, и причем такое долгосрочное влияние он оказывает на современное искусство, в частности. Если начать разбираться в корнях слова «дада», которым художники назвали, да, это свое направление, то четкого ответа не найти, что это значит. Существуют разные версии, они связывают это слово с французским, с немецким, даже с румынским языками. Но главное, что нужно знать, что основатели тогда были в нейтральной Швейцарии, и они взяли просто абсурдное, бессмысленное слово. Слово, которое не имеет никакого значения
и убрали суффикс «изм», который мы обычно произносим, говоря о каких-то стилях, да, символизм, реализм. Этим они хотели показать, что потеряли веру в западное искусство и культуру. Хотя сегодня мы все-таки говорим дадаизм, добавляем этот суффикс. Когда одного из лидеров этого движения Тристана Цара спросили, что такое дада, он ответил: «Дада ничего не значит». В начале Первой мировой войны группа художников, поэтов и интеллектуалов, они уклонились от призыва, уехали в Швейцарию, в Цюрих. Там были и французы, и немцы. И в то время шли жестокие бои под Верденом. И эта группа интеллектуалов, они собрались, чтобы высказать свое недовольство, мягко говоря, да, чтобы протестовать против этого жестокого сражения. Они не понимали, как такие развитые страны европейские могут участвовать в такой ужасной войне. Некоторые из них были анархистами, кто-то был пацифистом. Но все они считали, что разум больше не может быть опорой для Европы. Нужны новые смыслы. Они решили создавать искусство, которое отражало бы их отвращение вот этому современному миропорядку, которое передавало бы абсурд и бессмысленность происходящего. И здесь мы ярко видим, как искусство бурно реагирует на политические события. Мы уже говорили о том, что историки искусства часто считают, что 1870 год — это начало современного искусства. В это время реалистичные изображения на холсте начинают исчезать. Появляются художественные движения, которые экспериментируют. Например, со светом и контурами, как это было в импрессионизме, с цветом, как это было в фавизме, или с формой, как это было в кубизме. Кубисты вообще начали использовать новые материалы, делать коллажи, да, такого раньше не было. Каждое из этих движений бросало вызов традиционному искусству, привносило что-то новое. А дада появилась как реакция на все вот эти эксперименты. Дадаисты говорили, что их работа — это антиискусство. Они нарушали правила, рвали холст, заменяли его писсуаром или портили Мону Лизу, дорисовывая ей усы. Супрематизм возник в России в 1915 году благодаря Казимиру Малевичу. Это было радикальное изменение в современном искусстве. Что изменилось? Теперь на первое место ставили чистое чувство в творчестве. Попытаюсь объяснить, да? Хотя кубизм, футуризм, они освободили искусство от точного изображения реальности, Малевич считал, что они все равно ограничены в своем восприятии искусства. Эти стили все еще были связаны с пространством и с изображением каких-то конкретных физических объектов. Например, кубизм использовал геометрические формы, и хотя он был уже более абстрактным искусством, да, но все равно кубизм привязывался к тому, что изображал. Например, мы помним, да, что Пикассо изображал людей в форме кубиков. Но, тем не менее, это был человек, физический кто-то. То вот супрематизм идет дальше. Он предлагает полную абстракцию, то есть ничего. Черный квадрат считается важным произведением супрематизма. Почему? Потому что он символизирует нулевую точку в живописи. Никаких привычных вещей нет, они исчезают. Остается только чистое чувство смотрящего. Идеи супрематизма помогли развить в будущем конструктивизм и также повлияли на более широкие массовые направления в живописи XX века. Супрематизм бросает вызов традиционным взглядам на искусство, на форму, вообще на функцию искусства. И тоже отражает большие социальные и политические изменения в обществе своего времени. Что тогда было, да, мы помним? Мировая война, социальная нестабильность перед революцией 17 года. Малевич и его современники чувствовали, что старая система искусства больше не работает, что нужно искать что-то новое, новые способы выразить вот эти изменения в обществе. Был запрос создать язык искусства, который свободен от символов прошлого. То есть, опять-таки, мы видим, что искусство требует создания чего-то абсолютно нового, потому что такой обстановки в обществе, в мире тоже еще никогда не было. Конструктивизм появился тоже в России, но уже после Октябрьской революции 17 года. Это направление сочетало искусство с идеями нового общества. Конструктивисты считали, что искусство должно служить социальным нуждам общества. Не просто искусство ради искусства, ради красоты. Конструктивисты делали акцент на абстракции, функциональности. Они использовали промышленные материалы. Часто они стремились объединить искусство и технологии, чтобы помочь обществу построить
социалистическую систему. Французский поэт Гийом Аполлинер в 1917 году придумал слово «сюрреалист», которое значит «за пределами реальности». Но именно Андре Бретон, он возглавлял группу поэтов и художников в Париже. В 1924 году он написал сюрреалистический манифест. И в этом манифесте он объяснил, что такое сюрреализм. Он объяснил, что это свободное выражение мыслей. Это значит, что люди могут говорить и писать, как им хочется. И не нужно думать о красоте или о разуме, или о морали. Что повлияло на то, что возникло такое направление? Какой контекст вообще? На сюрреализм повлияли идеи психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном и работы Карла Юнга, а также движение Дада повлияло, о котором мы перед этим говорили. Сюрреалистические художники, такие как Сальвадор Дали или Рене Магрит, они не верили в рациональность. Они думали, что логика подавляет воображение, а вот подсознание может показать, что все на самом деле не так, как кажется. Ар-деко процветал сначала во Франции, потом завоевал международную популярность. Тут у нас и геометрические формы конструктивизма с футуризмом, и кубизм с экзотическими мотивами искусств разных стран, и японского, и персидского, и египетского. Ар-деко — это про роскошь, про гламур и про веру в социальный прогресс. После Второй мировой войны многие американские художники начали использовать абстрактные подходы, чтобы показать свои чувства. Абстрактный экспрессионизм — это первое художественное движение, которое появилось не в Европе, а в США. Это движение сосредоточилось на живописи с цветными пятнами и на таких больших акционных картинах. Вместо холста и кисти художники просто выливали краску на землю и использовали руки для рисования. Их искусство показывало сильные эмоции на самые разные темы. Нью-Йоркские художники добились большего успеха. И теперь Америка становится новым центром современного искусства. И влияние Парижа падает. Париж отходит на второй план. Наиболее известные работы абстрактного экспрессионизма — это большие картины. Это уже не традиционные техники, это какие-то необычные материалы, например, краска для дома. Хотя здесь мы в первую очередь говорим о живописи, идеи абстрактного экспрессионизма повлияли и на графику, и на скульптуру. Для художников поп-арта почти все, что связано с популярной культурой, считалось искусством. Реклама, жестяные банки, зубная паста, даже туалеты. Все это воспринималось как искусство. Поп-арт появился одновременно в США и в Англии. На живопись и графику сильно повлияли фотореализм и появление серийной печати. Поп-арт вообще появился как реакция на сложный абстрактный экспрессионизм. Художники этого направления стремились сделать искусство ближе к повседневной жизни людей. Они использовали яркие цвета и образы с популярной культуры, например, рекламу, комиксы. В поп-арте исчезают эти границы между высоким искусством и низкой культурой. Все это помогло сделать искусство более доступным и понятным для широкой аудитории. Оп-арт или оптическое искусство. Художники начали исследовать оптические иллюзии. Они создают абстрактные картины с разными узорами и контрастами. Казалось, что эти узоры движутся или расплываются. Это очень удивляло зрителей и заставляло по-новому смотреть на искусство. И оп-арт появился не только в живописи, также в скульптурных инсталляциях. Это вовлекало зрителей в активное взаимодействие, такой своеобразный интерактив. И от этого процесс общение с искусством становился таким более захватывающим, более интересным. Оп-арт оказал значительное влияние и на искусство, и на дизайн, и на моду. И видно в этом направлении, виден интерес с того времени к исследованиям человеческого сознания, интерес к науке. Минимализм появился в Нью-Йорке, известен своей простотой. Минималистские художники, они хотели убрать все лишнее, избавиться от своих эмоций, сосредоточились на основных формах, на каких-то базовых цветах и на пространстве. Минимализм, тоже как и поп-арт, это ответ на сложные, яркие работы абстрактного экспрессионизма. Минимализм подчеркивал анонимность, точность, использует геометрические формы, промышленные материалы. Этот стиль оказал очень большое влияние на современное искусство, на современную архитектуру, дизайн. Кстати, до сих пор минимализм не выходит из моды, если мы говорим об искусстве в таком широком смысле, не только о живописи.
перформансе художник использует свое тело как главный инструмент. Тут смешиваются театральные, танцевальные, визуальные элементы. Перформанс-арт — это живое искусство. Здесь важно, чтобы присутствовал сам исполнитель и чтобы он взаимодействовал со зрителями. А в отличие от традиционного искусства, которое создает какие-то конкретные вещи, перформанс-арт сосредотачивается на идее, на процессе. Он часто поднимает какие-то социальные, политические и личные темы. Фотореализм отличается тем, что картины выглядят настолько детализированными, что их можно принять за фотографии. Фотореализм — это ответ на абстрактное искусство, где важно максимально точно изобразить повседневную жизнь. Художники часто используют фотографии как референс для своих работ. Они стараются точно воспроизвести изображение с помощью техник, которые подчеркивают малейшие детальки. Такой подход размывает границы между живописью и фотографией. Здесь, конечно, мы говорим о высоком уровне мастерства. И этот стиль заставляет зрителей задуматься о том, что такое искусство, а что такое реальность. Концептуальное искусство ставит идею выше всего, выше внешнего вида. Оно показывает, что важно не только, как выглядит искусство, но что оно хочет сказать. То есть должна быть концепция, смысл какой-то, да? Художники используют разные подходы: текст, фотографии, перформансы, чтобы донести свою идею, свою мысль. Это направление возникло как реакция на то, что искусство стало товаром, стало продаваться. Концептуальное искусство повлияло на современное искусство. Оно подчеркивает важность идеи и задает вопрос о том, что вообще такое искусство, какую роль оно играет в жизни современных людей. Постмодернистское искусство — это ответ на строгость и элитарность модернизма. Постмодерн включает в себя разные стили, он часто смешивает элементы поп-культуры. Здесь художники используют иронию и игру, чтобы критиковать общественные нормы и искусство в целом. Они размывают границы между высоким искусством и массовой культурой. То, что мы называем современным искусством, это на самом деле очень большой промежуток времени. В английском языке есть два слова. Есть modern и есть contemporary. В русском у нас все одной фразой: все современное искусство. Но чтобы не уходить в дебри, я условно объединила все современное искусство, начиная с 70-х, с условного начала, до 2020-х. Хотя, конечно, это не совсем корректно, но мы тут не в университете учимся, и этот ролик носит развлекательный характер, да просто чтобы объяснить главную идею. И несмотря на то, что мы этот огромный отрезок называем современным искусством, акценты там заметно различаются. Например, в 90-х и 2000-х годах искусство фокусировалось на медиа, концептуальных и социальных тем. После 2000-х годов акцент смещается в сторону цифровых технологий. Искусство становится более персонализированным и ориентируется на новые формы взаимодействия. Также оно отражает вызовы времени, связанные с высокими технологиями и с глобальными кризисами. Мы хорошо помним ковид, например. В это время в искусстве появилось много очень разных интересных направлений. Инсталляции, перформанс. Также появился видеоарт, который дает художникам возможность рассказывать истории через цифровые фильмы. Выросло цифровое искусство, которое сочетает в себе компьютерную графику, анимацию и тому подобное. Появился ленд-арт, который исследует природу и создает проекты прямо в естественной среде. Тоже тут затрагиваются экологические темы. В 2020-х годах современное искусство переживает много изменений, потому что развивается интернет, потому что новые технологии, например, криптовалюты, блокчейн, NFT. Эти новшества меняют то, как теперь мы смотрим на искусство и как его можно собирать и продавать. Искусственный интеллект начинает активно участвовать в создании искусства. Это тоже открывает новые возможности для художников. Также поднимаются такие важные темы, как социальное неравенство, изменение климата, последствия пандемии, роль технологий в будущем. Все то, что волнует сегодня людей. Социальный стрит-арт остается важным. Благодаря, например, таким художникам, как Бэнкси, тоже поднимает важные, актуальные социальные, политические вопросы. Своим искусством заставляет людей задумываться о важных проблемах. Мультимедийные инсталляции, иммерсивное искусство тоже становится популярным. Например, комнаты виртуальной реальности.
комнаты виртуальной реальности вовлекают зрителей в искусство, там создается ощущение личного присутствия, да, как будто бы ты в другом мире оказываешься. Друзья, спасибо, что составили мне компанию в этом, надеюсь, нескучном путешествии от античности и древних богов до сегодняшнего дня с технологиями, с искусственным интеллектом. Я пыталась объять необъятное в этом ролике. Надеюсь, что все получилось и вам все понравилось. В эпоху Ренессанса меценаты поддерживали художников. Предлагаю вам сегодня выступить в похожей роли и поддержать мой канал. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.